как раз на тему того, что вообще происходит и к чему мы идем. Дата 2012 год, она на самом деле непростая. И то, что говорили о конце света, о том, что будет переход, это на самом деле так и есть. Конечно, каждый это понимает в меру своего восприятия, своего развития. Я хочу сказать просто свое мнение по этому поводу. Что такое 2012 год? Перед тем, как произойдет вот эта дата, 21 декабря 2012 года, уже пошли изменения. Что за изменения? Вот эта проекция, я назову ее так, можно назвать это система, социум, она начинает с каждой минуты, уже много-много-много лет рушиться. И она рушится так, что мы начинаем все это замечать. Как мы это замечаем? Происходит такая ситуация, что человек, то есть его внимание, было полностью сфокусировано на эту старую систему, на этот социум. Сфокусировано так, что все 100% энергии вашей, то есть ваша душа, ваше внимание, оно полностью подключено как присосками к этой системе. И эта система от того, что начинает рушиться, у вас начинают эти присоски отключаться. И что происходит? От того, что отключаются эти присоски, у вас освобождается вот ваше это внимание, душа, то есть ваша энергетика. И, допустим, она освободилась у вас пару лет назад, допустим, на 10%. И что происходит дальше? От того, что она освободилась, от этого у вас возникают как раз вопросы, где вы, зачем, почему, для чего и так далее. И получается как? Что масса окружения может вам сказать, что вы идиоты и сумасшедшие в плане того, что зачем вам вообще знать, интересоваться, что такое жизнь, кто такой Бог, кто я, где я, зачем. То есть масса об этом не задумывается, потому что их внимание полностью заблокировано этой системой, социумом. А те люди, которые стали этим всем интересоваться, то есть психологией, философией, эзотерикой, у тех это внимание, то есть освободилось, ну чуть-чуть, на 10%. И происходит что? Что если привести пример людей, которые обладают сверхспособностями, это как раз внимание человека. То есть у экстрасенса, как вам принято таких людей называть, или у какого-то колдуна, или у человека, который талантлив, ученый, например, у него внимание, то есть его душа, энергия, свободна не на 10%, а, допустим, на 30%. Когда он уже начинает чувствовать что-то, видеть что-то, у него больше сил, больше знаний, потому что он больше отделен от этих блоков, от этих внешних факторов. Почему, допустим, ученый, когда настоящий ученый занимался чем-либо или занимается, или настоящий творческий человек, писатель, а почему они все были бедные, вонючие, грязные, неопрятные и так далее? Потому что их все внимание, 100%, было отделено от внешнего мира и сфокусировано на поставленную цель. Поэтому они добивались результата. То есть, получается как? А почему есть человек, который отлично выглядит, но он дурачок? Потому что его 100% внимание сфокусировано не на то, что такое знание, книги или цель как работа, а сфокусировано как раз на его внешность и ни на что больше. То есть это все управление вниманием. И вот эту формулу я доношу уже достаточно времени на разных конференциях, консультациях, эту информацию продаю, предлагаю, внедряю, сам ей пользуюсь, практикую, потому что благодаря этой формуле управления вниманием можно все. Теперь привожу примеры. Допустим, есть человек, экстрасенс, который говорит, что он может прочесть ваши мысли или сказать, что с вами произошло, еще что-то в этом роде. Как он это делает? Он берет и говорит: у меня есть кольцо, это кольцо моего прапрапрадеда. И он вдруг закрывает глаза и начинает его тереть. И что происходит? Он свое внимание фокусирует на это кольцо, он отделяется от всех внешних факторов, потому что его внимание сфокусируется на это. То есть он собирает себя в одну точку. И от этого он попадает в медитативное состояние, и вот это внимание фокусирует, хопа, на человека, как я, допустим, сейчас на оператора. И я начинаю чувствовать, что чувствует он. И я знаю, что у него замерзла сейчас вот эта рука, первые 3 пальца, и он сейчас улыбается. Помимо этого, у него замерзло одно ухо, правое спереди, вот здесь, а левое вот здесь. Ну вот, помимо этого, если дальше проанализировать по поводу ног, только, допустим, пальцы.
Вот в данный момент то, что я говорю, на самом деле так и есть, и он сейчас улыбается. Это очень легко контролировать, это очень легко делать. По поводу такой же информации, что я вам могу донести? Как лечат, допустим, людей? Тоже фокусировка внимания. То есть это происходит как? Человек закрытый, у него блоки, его внимание растрачено на весь этот материальный мир. И вдруг происходит что? Он заболел. Он заболел и идет к какой-нибудь бабке, чтобы его эта бабка что? Вылечила. И она берет ему и говорит: тебе нужно 40 дней читать молитвы. Когда ты просыпаешься, когда ты ложишься спать, перед обедом, завтраком, ужином. И что он делает? От того, что он их читает, он фокусирует внимание в одну точку, то есть он раскрывает себя, отделяет от этих внешних факторов, и от этого начинает себя восстанавливать. Тоже это управление вниманием. Фокусы, которые можно делать там, влиять на предметы, на вкус еды, напитков, гипноз, это все управление вниманием. То есть это работает как? Как, допустим, цыгане могут вас раздеть. Они подходят к вам и на ухо шептят что самое-самое важное. Допустим, они приводят примеры, говорят такие слова, как семья, умрут, деньги, любовь, здоровье. Вот цыганка вам шепчет это на ухо, ваше внимание уходит на это, и так как ваше внимание на это ушло, они вас раздевают. Вот как это происходит. Также можно привести пример по поводу... вот вам пример. Представьте, что если я сейчас обычный человек, который не знает эту формулу управления вниманием, и что происходит? Я сейчас даю интервью, и мне кто-то звонит и говорит: Александр, случилось ЧП, там кто-то погиб. И что происходит? Я как обычный человек, хопа, мое внимание полностью сфокусировалось на эту ситуацию. И все, и мне уже наплевать, сколько сейчас время, где я нахожусь, холодно или тепло. Я начинаю забывать, о чем я говорил, потому что все мое внимание улетело на то ЧП. И если я сейчас в таком состоянии пойду на работу или пойду кому-то на день рождения, я буду летать в пространстве, я буду не замечать, сколько прошло время и какие люди вокруг меня, потому что все мое внимание ушло на то ЧП. А представьте теперь, если такую ситуацию создать самому, искусственно, то есть научиться собирать себя в одну точку, а потом вот это внимание направлять куда вам нужно. То есть тогда все фокусы, какие только есть, астральные путешествия, медитации, то, что делают люди, которые занимаются рейки, разные вещи, связанные именно с энергией человека, с биоэнергетикой, гипноз, НЛП, память, внимание, логика, философия, все это управление вниманием человека. И я хочу, чтобы вы к этому прислушались. Я знаю, что так как вы мало еще развиты, вы не сможете 100% воспринять информацию, как я вам сейчас доношу. Но если вы начнете это расшифровывать, если вы начнете этому обучаться, научитесь этим заниматься, то вы увидите, что успех как раз во внимании. Я вам приведу последний пример. А почему, допустим, человек сейчас смотрит этот ролик и понимает этот ролик, о чем я говорю? Потому что у него внимание больше, то есть раскрыт он больше, то есть внимание, и он больше его воспринимает, то есть лучше. И он, допустим, этот ролик посмотрел, заинтересовался и начал показывать друзьям, знакомым, родственникам. А есть человек, у которого нет внимания, он полностью в социуме, присосками приклеен, как шестерка, масса он. И этот человек смотрит на этот ролик и не понимает, потому что он привык только на картинки, как животное, реагировать: весело, ха-ха-ха. А здесь ему не весело, он не понимает, о чем я говорю, потому что у него мало внимания, и он не может воспринять мою информацию. И он начнет внизу что писать? Он будет подписывать комментарии к этому ролику, что я дурачок, что это нудно, скучно, что я что-то впариваю. Почему? Потому что вот этот идиот, который написал такой комментарий, он на самом деле вообще не человек, у него нет мыслей, он живет инстинктами. Им мотивируют, им управляют, и ему впаривают каждый день в интернете и в СМИ разные смехотворные ролики с приколами, чтобы он сидел, ржал и ни о чем не думал вообще. И зарабатывал какие-то копейки на хлеб, когда он подрастет, допустим, этот человек. А я вам предлагаю отделиться от всех этих внешних факторов, больше не сидеть даже в интернете, потому что это тоже вред, как наркотик. Это хуже, чем алкоголь, это хуже, чем сигареты, интернет. Если вы перестанете сидеть в социальных сетях, у вас больше будет времени, жизни, внимания, чтобы реализовывать себя. Пора реализовывать.